Продолжаем сборку Mi 8 MTV2 в 72 масштабе от компании Arc Models. По причине того, что ни в комплекте, ни в фототравлении не было представлено откидное сиденье, которое находится на основной перегородке со стороны грузового отсека, на котором обычно сидит или стрелок, или борттехник, пришлось делать его самостоятельно из подручных средств, точнее из листового полистирола, медной проволоки и обрезков фототравления. Делал по фотографиям, поэтому за точность и достоверность ручаться не могу, но получилось достаточно живенько и в принципе близко к оригиналу. Далее в кабине поработал с креслами пилотов. Точнее, приклеил накидки и ремни безопасности из комплекта фототравления. Ремни, кстати, использовал не все. Дальше грунтуемся. Серая томея в баллоне Fine. Результат, конечно, хороший, но все в грязище, дикий расход и плата за воздух. Черным акрилом выполняем пришейдинг. Выделяем элементы интерьера, накидываем тени и прорабатываем все выступающие части. Красим салон в базовый цвет. Цвет намешан из нескольких цветов самостоятельно по фото. Без дополнительного высветления краски, просто тем, что было, прямо проходимся поверху еще разок. Ну, получается как-то немножко посветлее.
Краской мастер акрил с помощью кисти окрашиваем ящички. Кстати, краска мастер акрил звезды весьма неплохо работает с кистью, чего нельзя сказать о краске Tamiya, например. Также проходим черным некоторую мелочевку. Коричневым окрашиваем обивку сидений. Ну и светло-серым проходимся по ремням и накидкам на сиденьях пилотов. Далее металликом обрабатываем все, что должно блестеть. Аптечки в кабине пилотов красим белым. Ну и с помощью тонкой кисти и какой-то матери красим красным красные кресты. Интерьерный цвет использован от компании Akan. Будьте аккуратны, используя эту краску. Аэрограф чистить придется часто. Приборные доски из фототравления были предварительно наклеены на кусочки пластика и обрезаны по размеру. Дальше все закрывается глянцевым лаком. Не обращайте внимания на пузыри в аэрографе. Это не прокладка, это просто момент перемешивания. Так получилось. Так как в процессе сборки мной был убит педальный блок, то было принято решение склеить новый из кусочков полистирола. Хотя изначально выглядело это достаточно коряво, но результат в принципе меня устроил. Теперь подготовим для дальнейшей работы потолок грузового отсека. Для этого зачищаем все вот эти непонятные ребра жесткости или что это. Долго, упорно, грязно, шкуркой до победы.
Элементы потолка из фототравления клеим с помощью цианокрилатного клея. Аккуратно загибаем заднюю часть. Имейте в виду, что в процессе загиба фототравление все время хочет сломаться, что, собственно, тут и произошло. Но, в принципе, ничего страшного. В результате было приклеено и даже незаметно. Для придания нужной кривизны помогаем себе пальцами и обратной стороной пинцета. Подклеиваем оставшиеся элементы. И сигнальные фонари. Из листового полистирола вырезаем элементы обшивки потолка. Напомню, что все элементы внутреннего убранства, кроме фототравления, делались по фото. Старался, конечно, чтобы было достаточно точно, но насколько сильно я ошибся, судить вам. Подклеим оставшуюся мелочевку. Ну вот, собственно говоря, и все, наверное, на сегодня. До новых встреч и подписывайтесь на мой канал.